Всем привет! Вы на канале Kids Bilingual, меня зовут Алена Колос, и сегодняшнее видео я хотела бы посвятить всем тем, кто уже задумывается о дву-трехязычном воспитании своих детей, но еще сомневается, стоит ли вообще начинать и менять свой привычный жизненный уклад. У меня такой вопрос не поднимался, потому что в то время, когда я даже не планировала детей, я точно знала, что в далекой перспективе, когда они у меня все-таки появятся, они будут изучать минимум 2 языка с рождения. Такая бескомпромиссность в основном подтверждалась тем, что я сама нередко становилась свидетелем очень успешного многоязычного воспитания детей. Но, тем не менее, возможно, после просмотра моих предыдущих видео, для тех, кто не смотрел, ссылочка внизу в описании, вы хотели попробовать что-то подобное со своими детьми, но вас еще мучают и терзают сомнения, какие-то страхи. Так вот, в этом видео я попытаюсь их развеять. Итак, поехали. Страх номер 1. Боязнь перегрузить ребенка. Сразу могу сказать, не переживайте за мозг вашего чада. В нем найдется достаточное количество нейронов, способных справиться с изучением сразу нескольких языков. Тем более на фоне всего того огромного количества информации, которую ребенок усваивает, особенно в первые годы своей жизни, изучение нескольких языков одновременно уже не является настолько существенным. Многочисленные исследования подтверждают, что дети, использующие сразу несколько языков в своей повседневной жизни, лучше концентрируются на выполнении каких-то сложных задач, которые требуют, если так можно сказать, пренебрежения всем, что с этой задачей на данный момент не связано. У них более развито абстрактное мышление по сравнению с моноязычными детьми. Они также лучше ориентируются при меняющихся обстоятельствах, они быстрее принимают решения. Также, пока ваши дети не начали заниматься какой-то серьезной умственной деятельностью, изучение иностранных языков является лучшим и, что немаловажно, природным способом тренировать их мозг. Ну и, конечно же, не забываем о всех тех странах, где мультилингвизм, билингвизм является скорее нормой, чем исключением. Неужели жители Канады, Швейцарии, Бельгии, Швеции поголовно страдают какими-то серьезными умственными или психологическими расстройствами, связанными со своим многоязычием? Переходим к страху номер 2. Боязнь того, что ваши дети будут путать или смешивать языки. На это я могу сказать, если вы сами не склонны использовать какие-то чужеродные элементы своей речи, скорее всего, ваши дети последуют вашему примеру и будут говорить правильно. Поэтому, если вы сами разговариваете на суржике или любитель использования каких-то новомодных иностранных слов в своей русской или украинской речи, пожалуйста, не делайте этого, по крайней мере, не в присутствии своих детей. В последнее время мой старший сын действительно изредка начал употреблять русские слова в своей английской речи. Но делает это он не потому, что он путает или смешивает языки, а просто потому, что он действительно забыл или не помнит аналог. Он инстинктивно чувствует, что данное слово является инородным в его речи и произносит его на полтона ниже с каким-то очень виноватым видом. Тем не менее, я никогда не ругала и не высказывала свое недовольство по этому поводу, просто исправляла, переводила данное слово на английский язык. И данное слово прекрасно встраивалось в его речь, и он повторял уже ранее построенное предложение правильно. Помните, что дети более озабочены тем, чтобы их понимали, поэтому, если ребенок не знает слова и является монолингвом, скорее всего, он будет использовать какие-то длительные писательные обороты или же выдумает новое слово из уже существующих. Дети билингвы имеют в своем арсенале просто прекраснейший инструмент в виде второго языка и просто используют его. Итак, страх номер 3. Боязнь упущенного времени или упущенных возможностей. Да, действительно, я приверженец мнения о том, что до 3 лет в ребенка нужно успеть вложить всего и по максимуму. Когда дело касается изучения иностранных языков, считается, что до 3 лет ребенок усваивает второй язык как родной, при условии, что он слышит его не меньше 30% своего времени, и его речевую деятельность постоянно стимулирует. А после 3 лет, соответственно, любой последующий язык для него становится иностранным. Я хотела, чтобы для моих детей английский стал вторым родным, поэтому я начала их обучение с рождения. У вас могут быть совершенно другие цели, или же не переживайте, если вашим детям немножко за 3 года, никогда не поздно начать. Итак, страх номер 4. Я не владею языком свободно. На это я могу ответить фразой, которую я повторяю практически в каждом своем видео. Вы будете учиться и прогрессировать вместе со своими детьми. Мой муж значительно потянул свой английский язык, просто регулярно общаясь со своим ребенком. На то время я уже разговорилась на английском языке и использовала в общении с ребенком какие-то очень длинные и усложненные предложения. В то время, когда ему было жизненно необходимо услышать простые фразы из серии «Sit here, do this, go there».
Конечно, начинать изучать язык с нуля с младенцем намного проще. Но если ваш ребенок немного постарше, и вы хотите приобщить его к иностранному языку, вы можете придумать какого-то мифического заокеанского родственника, к которому вы обязательно поедете, когда курс доллара упадет. Или же вы можете купить какую-то игрушку и сказать, что она не разговаривает на вашем общепринятом языке, и для того, чтобы с ней поиграть, нужно выучить хотя бы элементарные фразы на другом языке. Или же вы можете сказать, что существует огромная масса языков в мире, слова звучат по-разному, но означают одно и то же. Ну и напоследок хотелось бы сказать, да, возможно, вы сейчас смотрите это видео и думаете, ну куда мне? У меня тут замена памперсов каждые 15 минут, кормление по требованию и без требования, бессонные ночи. Ну поверьте, как только ваш ребенок скажет, как сильно он вас любит, или как было в моем случае, Mom, you are the bestest, на том языке, которому вы его обучали все это время, все эти бытовые жизненные мелочи мгновенно отходят на задний план. Поэтому не ленитесь, вкладывайте своих детей уже сегодня. Всем, кому эта длительная лекция показалась не нудной, жмите пальцы вверх, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие видео, и пока-пока!